Когда вы наливаете себе чашечку кофе, будь то турка, лонга или френч пресс, вы по сути запускаете мини-эксперимент над собственной биохимией. Да бодрит, да вкусно, но что стоит за этим кайфом? Всем привет! Вы на канале Антиэкспериментатор, и сегодня мы поговорим о кофе. Не только о его пользе, но и о проблемах, которые может он вызвать. Смотрите, чашка это не ваша огромная кружка с котиком на пол-литра. В науке чашка это всего лишь 100 мл. Удобно, стандартно, научно. Именно в этом объеме считают кофеин, антиоксиданты и прочие молекулы счастья и тревоги. Типа эспрессо или половина турки. Внутри этой скромной дозы целый коктейль. Кофеин герой номер один. От 70 до 150 мг. Затем хлорогеновые кислоты. Это антиоксиданты, которых может быть до 250 мг. А еще есть тригонелин. Это очень страшное название, но на самом деле это алкалоид с антибактериальным эффектом. А еще жиры с дитерпентами. Вот эти особенно интересные. В фильтрованном кофе их почти нет. А вот в нефильтрованном, например, из турки, щедро ими сдобрен. А они, между прочим, поднимают уровень ЛДЛ, того самого плохого холестерина, который вам совершенно не нужен в избытке. Если пьете до 3 чашек, вы герой умеренности, бодрость, внимание, настроение. Европейцы даже вывели норму 400 мг кофеина в сутки. Все, что ниже, считается безопасным, а еще полезным, меньше шансов на депрессию, диабет 2 типа. В общем, одни плюсы до поры до времени. Потому что 6 чашек и организм говорит, а может не надо, сердце барабанит, руки дрожат, в голове карусель, сон в бегах. Мозг перегружен, надпочечники в панике, а потом вы решаете резко все бросить и попадаете в новую историю. Голова болит, раздражает все, хочется вырубить всех, включая кофемашину. Это синдром отмены. И, кстати, он настоящий, поэтому лучше снижать плавно по одной чашке вниз. Давайте для начала рассмотрим, как кофе действует на сердце. Пока вы пьете фильтрованный кофе, все хорошо, то есть такой, который прошел через бумажный фильтр. Это может быть, например, воронка, капельная кофеварка или автоматическая машина, где кофе проходит через бумажный слой. Такой способ задерживает жирные микрочастицы с вредными веществами вроде кофестола. И напиток получается чище для сосудов и печени, улучшается состояние сосудов, воспаление уходит, метаболизм благодарен. Но стоит перейти на нефильтрованный кофе, и дитерпенты вмешиваются в работу печени. В результате растет тот плохой холестерин ЛДЛ. А это уже прямая дорога к атеросклерозу, инфаркту, инсульту, потому что избыток ЛДЛ холестерина со временем начинает оседать на стенках сосудов. Там он образует бляшки, которые сужают просвет артерий и мешают нормальному кровотоку. А если такая бляшка вдруг лопается, образуется тромб. И вот уже инфаркт и либо инсульт. Особенно если проблемы с сердцем уже есть. И да, не забывайте, что давление скачет. Немного кофе, сосуды адаптируются. Много, и вы уже гадаете, это гипертония или просто 4-я чашка кофе. Идем дальше. Тахикардия – это когда сердце вдруг решает бежать марафон, хотя вы просто сидите. А экстрасистоля – это когда сердце сбивается с ритма, делает лишний удар, потом пауза, потом снова. Все это возможно. Кофеин заставляет сердце работать активнее. Он помогает кальцию быстрее проникать в клетки, которые управляют сердечным ритмом. А значит, у тех, у кого сердце и так на взводе, появляются лишние сокращения или даже приступы тахикардии. Метаболизм. Тут кофе почти святой. Хлорогеновые кислоты помогают держать сахар в узде, а магний улучшает чувствительность к инсулину, но опять же в умеренных дозах.
У диабетика при 5-6 чашках кофе может случиться путаница. Сахар растет, ощущение как при гликемии, и человек просто не понимает, что с ним. Кости. Обычно про них никто не думает, пока не поздно, но кофе тут тоже играет роль. У женщин после менопаузы, особенно при дефиците кальция, 6 чашек может ускорить вымывание кальция. Это плюс к остеопорозу и минус к плотности костей. Если не хотите отказаться от кофе, добавьте молока, либо сыр, или хотя бы принимайте витамин D. Желудок тоже не молчит, особенно если вы пьете кофе натощак. Кислотность растет, сфинктер пищевода расслабляется, в итоге изжога, рефлюкс, воспаление. А если 6 чашек, все это становится постоянным вашим соседом. Печень вроде бы любит кофе, но только до определенного момента. Полифенолы, антиоксиданты, аутофагия. Да, кстати, аутофагия — это такой внутренний механизм уборки клеток. Они как бы перерабатывают свои поврежденные и ненужные части, разлагают и утилизируют их, чтобы освободить место для новых и здоровых компонентов. Это все хорошо, но если вы думаете, что 8 чашек кофе спасут от цирроза, то ферменты метаболизма кофеина с вами не согласны. Они просто перестают справляться. А еще вы не спите, а значит иммунитет падает, а значит вирусы хлопают вам в ладоши. Теперь про беременность. Тут уже без шуток. 200 мг кофеина — это максимум, потому что у плода нет ферментов, плацента не фильтрует и кофеин крутится внутри младенца, как на американских горках. Больше кофеина, выше риск выкидыша, меньше вес при рождении, потому что кофеин замедляет приток крови к плаценте, а значит меньше кислорода и питательных веществ получает плод. В результате ребенок развивается медленнее и может родиться с пониженным весом, а при высоких дозах кофеина матка может сокращаться слишком активно, и это повышает риск прерывания беременности. А если мама кормит, у ребенка бессонница и тремор, поэтому лучше 1 чашка и только утром, и только фильтрованного кофе. Так что кофе — это не добро и не зло, это инструмент. В малых дозах ваш союзник, в больших саботажник. Пейте с умом, фильтруйте, добавляйте кальций и слушайте тело. Оно точно знает, когда хватит, даже если бариста нет. А чтобы не гадать, вредит ли вам кофе, лучше хотя бы раз в год сдавать анализ крови, особенно если вам за 40 или у вас в семье были проблемы с сердцем. Что сдать? Общий холестерин, ЛДЛ, HDL, триглицериды, глюкозу натощак и уровень витамина D. Эти показатели помогут понять, насколько ваше сердце и обмен веществ дружат с кофе, и не пора ли чуть сбавить обороты. Всем пока! Не забудьте поставить лайк и подписаться.